Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Всем привет, друзья! С вами Снайпер Сочи, мы на канале Red Army Airsoft. И сегодня мы побываем на игре Южный фронт, которая проходила в городе Сочи, на горном полигоне под названием Прогресс. Здесь наша снайперская пара будет выполнять задачи по поддержке своих подразделений в атаке и обороне контрольных точек. Полигон представляет из себя горно-лесистую местность, посередине которой находится русло реки. У нас 5 контрольных точек. По 2 уже принадлежат каждой из сторон, с них мы стартуем. Одна точка находится в центре полигона, она нейтральна, ее мы атакуем в первую очередь. Сегодня я играю со своей старой доброй болтовкой на платформе ВСР-10. Она позволяет уверенно поражать далеко расположенные цели. Шары 0,48, выхлоп 3 джоуля. А вот и первый противник, открываем счет. Но расслабляться не стоит. На противоположной стороне также есть снайперы. Первостепенная задача — найти их. Хороший снайпер может стать серьезной проблемой в бою. Но мне повезло. Мои коллеги по ту сторону быстро попадают мне в прицел. Дело сделано. Внимательно следим за фоном. Лучше стоять перед деревом и не уходить на контрастные участки. На правом фланге работает снайпер с позывным Курт. Часто мы играем рядом и прикрываем друг друга. Он совсем близко подобрался к контрольной точке. Он играет с винтовкой СРС А1 Light и цифровым прицелом. В умелых и ровных руках штука очень тихая и точная. Но захватить точку он не успевает. Автоматчики нашей стороны оказались слишком медленные, чтобы его прикрыть. Я тем временем отхожу чуть назад и занимаюсь наблюдением в русле реки. Для этого используем секретный снайперский прием под названием «Я-невидимка». Если в него сильно верить, он дает плюс 50% к скрытности. С стороны сектора, где работает Курт, ходят люди. Видимо, там идет бой, но моя задача находиться здесь и наблюдать. Парней там действительно атакуют, но общими усилиями они справляются. Мне снизу стреляют от точки. Снайпер противника снова попадает в прицел и отправляется в мертвяк. Наш правый фланг под присмотром. Тем временем мимо меня проходит группа союзников. Я решаю продвинуться с ними немного вперед. Звуки боя утихли, но следует внимательно смотреть по сторонам. Попадаем в прицел товарища. Он внимательно присматривает за мной, пока я осматриваюсь. Пройдя немного вперед, замечаю группу противника. Они идут прямо на нас. Но там происходит какая-то неразбериха.
Оказывается, наши ребята пробрались к ним в тыл и всех отправили в мертвяк. А я по ошибке чуть не подстрелил своего. Блин. Желтый. Напарник тем временем наблюдает и работает в своем секторе. Минус. По дороге я встречаю ребят из команды «Скорпион». Это толковые штурмовики, на которых всегда можно положиться. Вместе мы проходим вглубь территории противника. Справа замечаем бойца. Думали свой, но в прицел вижу, что это противник. .48 шаром его пробить не удается, и он убегает в неизвестном направлении. Пока обсуждали с парнями этого шотландца из старого фильма, замечаю еще одну группу удивительных людей. Хорошо, когда у тебя есть оптика, и ты сначала анализируешь ситуацию, а потом стреляешь. Красных повязок у них нет, поэтому на всякий случай делаем контрольный выстрел. И еще один. Парни, соблюдайте технику безопасности и используйте красные повязки. Далее мы продвигаемся глубоко в лес, к самой дальней контрольной точке противника. Но это стало грубой тактической ошибкой нашей стороны. По сценарию на захваченных точках можно возрождаться. Оппоненты не стали оборонять последнюю точку, а всеми силами прошли к нам в тыл и захватили несколько точек там. Мы оказываемся в окружении. Кто стреляет? А? К тебе идет, француз. Лови его. Встань, 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 встань. У нас в команде есть правило: винтовка и пистолет стреляют одинаковыми шарами. 0.48 хорошо пробивают листву и летят очень далеко. Курт тем временем тоже оказывается в окружении. Враг может появиться откуда угодно. Спасает маскировка и грамотный выбор позиции. Парень немного расстроен. Макс, я его снял. Принимаем решение перегруппироваться и пробиваться к своим. По дороге назад мы узнаем, что наши тыловые точки захвачены. Нужно срочно помочь нашим ребятам их отбить. Выдвигаемся к ним. Но не все так просто. Со всех сторон за нами уже охотятся мелкие группы противника. Одна из них выходит прямо на нас. Нескольких мы подстрелили, а остальные просто убежали назад. Драконик здесь. Я флангую. И скоро они приведут подкрепление. Но нас там уже не было. Я ушел в глубокий обход по горе, а товарищ Курт уже ждал их на удобном направлении.
Я тем временем пробираюсь глубоко в тыл. Замечаю группу союзников, которые ведут бой за точку. Осторожно, свои. Вместо того, чтобы обойти с фланга, оппоненты зачем-то лезут штурмовать крутой склон. Забираю еще правее. Замечаю бойца. Красной повязки нет. Что он там делает, не ясно. Как всегда, контрольный выстрел. Нео оказался везучий и быстрый, а также вне игры. Друзья, еще раз напоминаю про красную тряпку. Теперь можно переключиться на его товарищей на склоне. Совсем рядом тыловая точка, а игровое время вот-вот закончится. Парни увлекаются перестрелкой и забывают про фланги. А их стрельба маскирует мои выстрелы. Спокойно и не спеша отправляем их в мертвяк. Стараюсь осмотреться и забежать оставшимся противникам в тыл, но игровое время подходит к концу. Как всегда, не хватает заветного еще чуть-чуть. Уставшие и довольные, мы идем в лагерь обсуждать наши подвиги. А пока всем хорошей охоты и до новых встреч, друзья!